Несколько минут назад к нам пришла трагическая новость из мира шоу-бизнеса России, из города Саратов. Судя по сегодняшней новости, у звезд шоу-бизнеса возникают точно такие же конфликты и бытовые трудности, как у простых людей. И, к сожалению, они часто заканчиваются трагедией. Несколько минут назад стало известно, что российский советский певец и музыкант, который в 80-е и 90-е годы прошлого столетия был достаточно знаменит, расправился со своей супругой. Как говорят родные и близкие музыканта, со временем слава ушла, деньги закончились, и он был вынужден играть на улице, чтобы прокормить свою семью. Музыкант был уже не молод, и деньги доставались тяжело. Его молодая супруга, которая привыкла к шикарной жизни, не хотела мириться с мизерным заработком. В семье начались ссоры и скандалы, ну а последней каплей терпения музыканта было то, что он увидел свою супругу с незнакомым молодым человеком. О музыканте всегда отзывались как о добром и отзывчивом человеке. Он мухи не обидит, говорили о нем, но, видимо, спиртное сильно повлияло на его сознание. Он выпил после работы и, придя домой, застал того же молодого человека вместе со своей молодой женой. Видимо, спиртное и ревность затуманили ему голову, и он расправился со своей супругой. Трагикомичная ситуация заключается в том, что этот молодой человек был двоюродным братом его жены, с которым она не успела познакомить своего мужа. Музыкант некоторое время находился под подпиской о невыезде, но стало известно, что он этой ночью скончался от сердечного приступа. Видимо, замучила совесть. Так трагически закончилась жизнь советского российского музыканта и певца, организатора групп «Неоткрытые звезды», «Не игрушки», «Руки вверх», «Суперинструментал» Александра Чеснокова. Александр Чесноков был продюсером группы «Руки вверх» в 90-е годы и трагически скончался в возрасте 64 лет.